Книга 15. Тао. Путь вознесения. Вознесение и мастерство. Вознесение предполагает овладение, или мастерство. Возносящийся человек овладевает эмоциональной, ментальной и биологической энергетической природой. Эмоциональное мастерство предполагает преодоление ненависти, страха, боли, смятения, чувства горечи и подавленности, а также страданий и смерти, которые насаждают текущую человеческую мыслеформу жертвы. Ментальное мастерство предполагает овладение мыслеформой, преодоление ложных концепций ума, стереотипов полярного мышления, которые насаждают текущую ментальную парадигму человечества. Когда человек движется к выходу за пределы вышеперечисленного, он ведет борьбу исключительно со своими внутренними демонами, или другими словами, теми сущностями, которые разрушили его предков, лишив их генетических материалов и мыслеформы. Как только восходящий разрушает разрушителя на нефизическом плане, он побеждает, и в ходе победы возвращает себе еще один сегмент древней генетики и мыслеформы, в который затем может восходить на физическом плане. Первое, что происходит, когда вы возвращаете генетические материалы, ваше энергетическое поле расширяется и меняет внутреннюю структуру движения, изменяется в потоке, а затем информация доходит до биологии, и последняя возносится в кристаллическую структуру. Такого рода мастерство не дается легко, ибо вы можете бороться и бороться с такими внутренними демонами на каждом шагу своего пути. Вот почему путь вознесения только для истинно духовного воина. Ибо, если подобное сражение кого-то пугает, то в этом случае он не минует проигрыша и потерпит неудачу в попытке вознестись в этой текущей жизни. До сегодняшнего дня мы не раз видели посвященных, немало продвинувшихся, позже достигавших основных сражений с нефизическими силами. В своем нежелании, или нерасположенности занимать четкую позицию, смотреть внутрь и бороться, эти посвященные теряли разные частицы генетического материала, в которые они уже вознеслись до этого момента. В таком случае, энергетическая вибрация тела снижается до прежнего уровня, входя в страх, боль и страдания, которые уже были преодолены. Нужно искать и находить форму высказывания всякой дискомфортной эмоции, всего, что гнетет или раздражает, и стремиться сформулировать находящиеся за этим внутренние причины. Нужно сопротивляться любой бессознательной спонтанности. Предки оказались не в состоянии этого делать, и поэтому в результате произошло одно падение сознания за другим. Для человечества или Земли это не принесло ничего хорошего, а лишь привело к точке, в которой люди помнят так мало, что забыли, что живут в конце временного цикла, и что пришло время возноситься. Те, которые отказались от внутренней борьбы за вознесение, совершили сделку с тьмой. Согласно сделке, тьма не преследует их. Увы, при таких условиях люди лишь приводят себя к тому, чтобы быть использованными тьмой в отношениях с другими, а это приведет на долгом пути к неудавшемуся восхождению. Именно такие формы вознесения привели миллионы людей к объединению в ложное групповое тело света, которое в недалеком прошлом разрушало ваш солнечный энергетический поток. У тьмы были свои планы на использование таких вознесений, поэтому такие люди не должны были внутренне бороться за вознесение, а лишь наращивать энергетику поля, оставляя свое бессознательное неинтегрированным. Впрочем, принимавшие в этом участие имеют сейчас слишком большую карму с солярным солнцем, чтобы вознестись в этой текущей жизни. Некоторые создали даже непомерно огромную карму, чтобы быть очищенной в конце полного временного цикла, и в итоге связанные с ними предки будут возвращены Плеядам или Сириусу на момент их смерти. Земля желает,
чтобы в человеческой форме проявилось больше зрелых духовных посвященных. Люди предрасположены ощущать себя обессильными и больше полагаться на силу внешнего Бога, который должен прийти, чтобы спасти их. В такой ситуации люди бесконечно жалуются: «Избавь меня, спаси меня, сохрани меня». Возлюбленные, я не могу спасти вас. И вообще во внешнем мире не существует никакого спасителя. Нужно хотят преодолевать себя, через намерение вознестись. В намерении совершить полное вознесение, открываются архивы вашей прошлой кармы, и можно будет очищать карму, и восстанавливать у себя кристаллическую генетическую светокопию. В таком случае, можно стать духовным воином, и совершить энергетическое сражение с силами, которые со временем опустошили ваших предков. Выигрывая у таких сил внутреннее сражение, вы заякоряете генетическую светокопию, и восходите в нее, со временем становясь регенеративным в своей биохимии. Земля не может совершить ваше сражение за вас. У Земли так под рукой достаточно собственных сражений со схожими силами, ограбившими Землю на мировой шкале. Земля выигрывает свои сражения, и будущее вхождение в Великое Центральное Солнце кажется сейчас более уверенным, чем когда-либо ранее. Каждый вид, каждый человек должны совершать собственную битву. Каждый должен поднимать себя из боли, страдания, тоски, болезни, войн, ненависти, жестокости, высокомерия, гордыни, бедности и нехватки, мучивших человека в этой жизни и миллиардах других жизней. Возлюбленные, мы возвращаемся домой.